Бюджетные беспроводные наушники с последним Bluetooth на борту, с сенсорной панелью управления тапами, хотя я, если честно, за механику, через эту панель можно регулировать громкость, и это хорошо. А также есть игровой режим, целый набор кодеков, быстрая зарядка, 4 микрофона, отличная автономность, защита от пыли и влаги, приложение с настраиваемым эквалайзером и неплохое звучание. Сейчас все расскажу. Всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, и сегодня я буду вскрывать довольно интересный девайс, о котором, я думаю, известно довольно большому количеству людей. Я его ждал, и это лоу-кост, это лютый лоу-кост, это QCY. Наушники QCY всегда пользуются лютой популярностью в Российской Федерации. Почему? Потому что, несмотря на убогую упаковку, которая по-любому будет убита Почтой России, как вы видите, для подарка это вообще никак, несмотря на то, что у них есть определенные глюки в программе, лично у меня, у вас их может не быть, за копеечную стоимость мы имеем всегда последний Bluetooth, поддержка кодека aptX адаптив, то есть полный фактически фарш. Помним, что Прога, вот они, пожалуйста, коды для того, чтобы программу скачать, очень сильно помогает данным устройствам. Если она не окирпичивает наушники, наушники потом становятся хорошими в использовании и понятными. По инструкции, почему я ее открываю? Потому что вы сразу же видите инструкцию на английском языке. Несмотря на то, что у меня никаких нет связей с QCY, и они являются мини-дочкой Xiaomi, мне они всегда импонируют. В первую очередь это стоимостью. Не такое ощущение, что нам коробки по цене устройства продают, или устройства скорее даже наоборот, по цене коробки. Как всегда, амбушюры, притом в приличном пакете, однородные, и они скорее всего такие же, поэтому смысла вскрывать их, ну давайте вскроем. Будет скучно, если мы не вскроем амбушюры, правда? Точно такие же амбушюры, еще два размера, но эти сборные, то есть с белой. Да, и эти тоже. То есть это не однородные амбушюры, это уже какой-то кастом, молодцы. По наушникам на канале их больше 400, и топов наушников, наверное, штук 30 уже. На все случаи жизни, начиная от топа с мультипоинтом и топа для работы с iOS устройствами, то есть вашими айфонами, и заканчиваем топами по звучанию. QCY, к сожалению, туда не залетает. Почему? Потому что чаще всего делает low-cost. Но low-cost этот очень даже неплох. Я не скажу, что они ужасно звучат, я скажу, что QCY всегда делает хорошо и очень дешево, если вам не достанется брак, потому что собирают они, как вы видите, не особо фонтанно. Пластик такой себе. Внутри наушники гуляют, скрип, разумеется, есть. Вылетают они на ура. Но в целом все равно прогресс виден. Почему? Потому что наконец-то белые, редко делают QCY белые наушники. И наконец они отошли от стандартной формы бокса. Что-то новое, что-то интересное, что-то нестандартное. Взвесим все это дело сразу сходу. Не получилось. Опять же 41 грамм вместе с наушниками у бокса. Сами наушники 8,5 грамма весят вдвоем, то есть 4,3 грамма один наушник. И бокс 32 грамма. Если все это дело измерять в трех измерениях, сразу не будем мучить никого, и ни себя, и ни людей. Высота 61, довольно высокий бокс. Толщина 30, ширина 45. Не маленький бокс, кнопка, мне кажется, навернется довольно быстро, еще и с диодом. Очень странно у нее нажатие. Но QCY, к сожалению, тоже это не про супер длительное использование. Если вы будете только максимально осторожны, тогда у вас получится их юзать максимально долго. Плюс за Type-C, наконец-то. Обо всем узнаете. Помните, что это максимально дешевое. По факту, если вы не хотите смотреть обзоры, просто выбирайте что-то из QCY. Если вам не придет брак есть у всего, просто QCY продает очень много, и это очень дешевые уши, то можете взять что-то от них. Плюс-минус звучит все одинаково. Но чем новее, соответственно, тем новее у вас аккумуляторы будут, скорее всего. Это не будет какой-то старой партии. И чем новее, тем все-таки новее Bluetooth, новее вход. Вам не нужен не Type-C, поверьте мне, micro-USB вам не нужен. И тем интереснее форма, в принципе. Она более приближена к чему-то стильному и бодрому. Они уже не бьются просто так за то, чтобы было максимально дешево, а бьются за то, чтобы конкурировать с теми же официальными Xiaomi-тами. Смотрим. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Еще раз напомню про это, все условия конкурса всегда в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о беспроводных бюджетных наушниках QCY T16. Полетели. В продаже имеются наушники только белого цвета. Зарядный кейс изготовлен из белого
белого матового пластика. Корпус кейса скользкий, маркий, но, к счастью, молниеносно не царапается. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, светодиодный индикатор, совмещающий в себе одновременно функциональную кнопку, и на крышке расположен еще интересно выполненный логотип компании. Люфт у крышки в закрытом положении отсутствует напрочь, а в открытом положении есть, но незначительный. Открыть одной рукой кейс можно, нужна лишь ловкость рук. Крышка в открытом положении слабо фиксируется, внутри расположены два горизонтальных места, в каждом из которых по два контакта для зарядки. А также около каждого из мест имеется еле заметная маркировка Left-Right. Хлопок при закрытии крышки глухой и монотонный, емкость аккумуляторного кейса равна 380 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 15 минут. Беспроводной зарядки нет. Наушники от кейса можно перезарядить 4 полных раза, саморазряд имеется, но незначительный. И по заявлению производителя сможет устройство протянуть 50 часов в режиме ожидания. Переходим к наушникам. Наушники по типу внутриканальные, изготовлены из такого же матового пластика, как и кейс. Дизайн похож на что-то приближенное к большинству затычек на сегодняшнем рынке и в целом выглядит неплохо. Сам корпус не сильно скользкий, но маркий. С другой стороны, он устойчив к мелким повреждениям. В ухе наушники сидят очень комфортно, но из ушей выпирают прилично. Во время длительного использования от самих наушников уши не устают. Во время занятия спортом из ушей, к сожалению, вываливаются, приходится постоянно поправлять. Лично у меня, опять же, если подобрать амбушюры, такого, скорее всего, не будет. Звуковод небольших размеров, 5,4 мм в диаметре, вместе с выступом для фиксации амбушюр. Сеточка на выходе очень мягкая и приклеена не самым прочным образом, так что с ней стоит быть поаккуратнее. Мое мнение, она может довольно быстро отлететь у вас. На корпусе каждого наушника расположены два слегка утопленных контакта для зарядки, два микрофона, маркировка Left-Right, светодиодные индикаторы, которые во время воспроизведения не светятся, сенсорная панель управления тапами и вентиляционное отверстие. Из тапов имеется пауза, воспроизведение, перелистывание треков, вызовы голосового помощника, регулировка громкости, включение-выключение игрового режима и управление вызовами. На тапы наушники отлично откликаются, а также их можно настроить в приложении, вооружившись переводчиком. Оснащены каждый наушник драйверами на 7,2 мм, разумеется, динамическими. Шумоподавление только пассивное, физическое, как вы поняли, за счет амбушюр, прилегания к ушам. И CVC шумоподавление, опять же, для микрофонов во время разговора. Вы опять услышите, как оно работает. Разумеется, в ролике будет пример, но я не думаю, что вам очень сильно это дело зайдет. Режим прозрачности, разумеется, отсутствует. Заряд наушников в шторке устройства отображается, но он ступенчатый и отображается по 10%. По одному наушники работают, переподключаются с незначительной задержкой. Голосового сопровождения функции нет, только звуковое, но оно звучит приятно и мягко. Наушники автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженными устройствами. Мультипоинт не завезли, в данном случае сенсоров приближения нет. Анимация при первичном подключении у меня на OnePlus 9 Pro была. Емкость аккумулятора одного наушника равна 40 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 5 минут. Отыграли на 50% громкости они у меня по кодеку aptX 6 часов 28 минут. Быстрая зарядка тоже есть, за 10 минут набегает 20%, которых хватает на 1 час 15 минут воспроизведения на 50% громкости по кодеку aptX Adaptive. Защита от пыли и брызг имеется только у наушников, и ее уровень IPX4. Я искупал их в холодной воде, так делать не стоит, но у меня с ними ничего не случилось. И это хорошо. Далее, для удобного использования, разумеется, нужно установить приложение QCY, которое доступно как на iOS-системах, так и на Android. Для удобства на коробке есть QR-коды, если вам лень искать приложение так в интернете. Приложение очень плохо переведено, и сразу здесь присутствуют русский, китайский, английский языки. В приложении функций немного, а именно заряд каждого наушника по отдельности, который также отображается ступенями по 10%, но нет заряда бокса, и это фейл, поэтому придется опираться на достоверность цвета индикатора или каждый день подкидывать для зарядки сам бокс. Далее есть настройка тапов, активация игрового режима, обновление прошивки, которая мне пока не прилетала, сброс настроек и настраиваемые эквалайзеры и его пресеты, на которые наушники в целом реагируют хорошо. Но, кстати, если в всплывающие при подключении анимации нажать другие настройки, можно увидеть точный заряд наушников в процентах. Такой небольшой лайфхак. Летим дальше. Bluetooth здесь, разумеется, версия 5.2, как я и говорил, последний из кодеков имеется целый набор AAC, SBC, aptX и aptX Adaptive. Фризов при перемещении в помещении между комнатами вдали от устройства у меня не было, на улице тоже. Задержки на YouTube с выключенным игровым режимом низкие. В играх задержки с включенным и выключенным игровым режимом заметны, но они низкие все равно. Примеры сейчас увидите на экране.
Микрофоны имеют CVC с шумоподавлением, максимально стандартные. Как они справляются в условиях оживленной зимней улицы, сейчас вы услышите. Пример работы микрофонов QCY T16 рядом с дорогой. И, наверное, самая большая проблема — это не дорога, это то, что с соседнего магазина Fix 600 лупит музыка, но, возможно, вы ее не слышите. Разговариваю я в шапке. До того, как подъедет сейчас автобус, я поговорю в шапке. Как только он будет меня проезжать, я очень на это надеюсь, потому что он сейчас встал, я шапку сниму, чтобы вы услышали, как микрофоны будут отрабатывать без нее. Напоминаю, что такого форм-фактора наушники в принципе не встретишь с хорошими микрофонами, исключая Pixel Buds. Если кто-то знает, что такое Pixel Buds 2, они были ужасны. Просто ужасно по микрофонам. Потом на них где-то через полгода прилетела прошивка, у половины народа наушники умерли, у второй половины народа микрофоны стали работать просто божественно. При том, что у них форм-фактор примерно такой же. К слову, спойлер, у меня супруга перестала носить AirPods с iPhone 13 и стала носить, вуаля, Pixel Buds. И ей нравится. Я не знаю почему, но вот так. Из вкладыша она перешла на затычки, но может быть обратно перейдет. Но я вам сообщу, если что-то изменится. Если брать эту конкретно модель, она не идеальна, на максималках она хрипит. Вот, может быть, это конкретно с моими наушниками мне не повезло. Напоминаю, что я не фронт-менеджер QCY, они мне не отослали ни разу ни одних наушников, хотя, наверное, моделей 30 у меня было на обзорах и по 100 тысяч просмотров есть. Но вот такие это дяди в хорошем смысле хорошие. Почему? Потому что, ну а зачем их рассылать? Максимальный лоукост — это дешево, интересно, очень часто наушники живучие, очень часто они возвращают без проблем средства для тех, у кого какая-то печаль с ними. Да, это не является премиум-сегментом, у них в принципе премиум-продуктов нет. Но ты никогда не разочарован, у тебя всегда есть возможность надеяться, что они подключатся к программе, у тебя всегда есть возможность надеяться, что на серединке громкости звучание будет просто вау, потому что это не ноунейм, и продаются они десятками тысяч, и это хорошо, модели у них постоянно новые. Однозначно уши любые от QCY советую. Ну, единственный вопрос в том, чтобы должны понимать, что это начало конца. Если вы пошли к ТВС-кам, с них можно начинать. Так же, как с часов с Mi Band'ов, также и с наушниками с QCY. Смотрим. Звучание для такой цены по мне очень даже хорошее. Запас громкости есть. Сцены чуть ниже среднего, но бас добавляет объема. Притом средний бас здесь тоже, как всегда, у QCY в наличии. Выдают наушники звучание с небольшим акцентом на высоких частотах, что странно для затычек. Но средние и низкие не выделяются. Бас достаточно глубокий, многоуровневый, если правильно подобрать амбушюры и, разумеется, похимичить в эквалайзере. Но, конечно, супердетальности в них, разумеется, нет. Звучание получается более мягкое и приятное, чем ожидаешь. И все это не так проблематично, так как через приложение есть возможность настроить звук под себя. Но у меня случился неприятный нюанс. После 10 минут работы басовой музыки на 80% громкости появился неприятный треск. Устранить его я пока пытался, вроде бы что-то прекратилось, но мне кажется, что он может вернуться. Так что, скорее всего, у меня не лучший экземпляр данной модели, но не печальный. Во всяком случае, для обзора мне хватило. Из минусов: нет мультипоинта, нет сенсоров приближения, нет активного шумоподавления ANC режима прозрачности, приложение плохо переведено все еще на русский язык, и в нем нет информации о заряде кейса. Да и в принципе то, что у меня беда такая произошла с шумами, мне не очень нравится, я думаю, это логично. Стоят данные наушники в районе $19-20 на распродаже, которая, к слову, еще идет. Ссылка в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра именно сейчас идет сейл на Али, который идет 2 раза в месяц, плюс еще middle сейлы посерединке. Они как с ума сошли под конец 2021 года. Но мне кажется, в 22-м будет как-то все экономнее, они только к маю раскачаются под приличные распродажи. Резюмирую, звучание для наушников в районе $20 неплохое. Есть фишки в виде хорошей автономности, в быстрой зарядке, регулировке громкости, в игровом режиме и в настройке эквалайзера. Поэтому девайсу однозначно да. Подписываемся с колоколом, пишем в комментариях, что еще купить для обзора. Смотрим обязательно последние Xiaomi-шные часы, которые уже были на канале, OnePlus 9 RT, который уже тоже был, и, разумеется, самсунговские телефоны. Скоро будет их топ. Я против Samsung, он оверпрайс, но вы же их покупаете, поэтому тоже смотрим и оцениваем недостатки. Может быть, из всего этого выберете у них что-то достойное. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!